Всем привет, дорогие мои девочки и мальчики. Сижу, жду своего Массимо, который мне сказал: быстро одевайся, сейчас выходим. Но что-то он еще не пришел. Я уже готова, одета, привела себя в порядок. И жду. Проедем немножко, не знаю, куда проедем. Честно говоря, я настаиваю на том, чтобы он купил новую машинку для кофе. Потому что свою старенькую, у моей свекрови была точно такая же, если вы помните вот эту маленькую такую мою машинку, у нее сломалась, а у нас были одинаковые с ней. И я своей не пользовалась, я же одна, в основном бываю у Миланы, у дочери, и практически здесь прихожу вечером, и здесь практически не пью уже кофе, только утром мы варим вот это. Кстати, можно ее допить уже после завтрака. Хоть и стакан большой, но все равно вкусно. И поэтому я свою отдала ей. Я говорю, если хотите, я вам свою отдам. А Массимо потом говорит: а нам новую купим, да? Я говорю, конечно. Я даже не ожидала, что он так скажет. Я говорю, конечно. Я думала, она мне не нужна. А сейчас раз говорит, новую купим, значит, надо бежать. Надо бежать и брать. Смотрю вот на свои волосы, у меня уже вот белое все вылезает. Не знаю, как его прятать. Слегка выпрямила утюжком свои кудри. Просто я не знаю, эта седина, она так быстро вылезает. У меня и брови седые, и волосы седые. Все подкрашиваю, что делать? Все подкрашиваем, надо сохранять красоту. Когда же он уже придет? Уже скоро уже будет обед. Я не знаю, там выпрямила ровно. Скоро уже будет обед, а мы еще не вышли. Просто сегодня выходной день, и будет просто опять битком людей везде. Вчера мы поехали. Вчера мы с Викусей же поехали, выскочили так тоже, нежданчиком. Вы себе не представляете, там столько людей, такое ощущение, что люди, кроме торговых центров, никуда не ходят. Я никуда не хожу, так как мне и дома хорошо. Наверное, потому что Массимо бывает на работе, я бываю одна, поэтому я бываю в основном у своей дочери. У Миланы играю с Викусей. Викуся, конечно, нам дает. Это единственный ребенок, который не хочет сидеть в машине, не хочет сидеть в коляске, не хочет, ничего не хочет. Хочет только внимание делать то, что хочет она. Вот. Мы так вот смотрим на всех детей, да, которые приезжают, всех сажают в эти коляски обязательно. Как же они не могут за ними, они даже за ними бегать не хотят, чтобы за ручку их держать и водить. Нет, они сидят все в коляске, привязанные, и молча наблюдают за всем тем, что происходит. Или же есть вот эти островки, где игрушки, кому повезет, того покатают. Наши же электровеник, просто электровеник. Невозможно. Ничто ее, она хочет быть в центре внимания, у нее еще такая привычка пошла. Она вот так рукой делает, типа дай. Я не знаю почему, но это чисто итальянский жест. Я не знаю, где она это поймала, где она это усекла. Нас просто разбирает смех, когда она вот так, вот именно вот так делает, вот так. Мы, конечно, начинаем смеяться, она требует свое, и вот этой вот ручечкой своей, или вот так ее сделает и говорит, и сама пока вся в удивлении, вся в поражении, в таком этом. В общем, шкодная, очень шкодная становится она. И пока я его жду, решила немножко пополивать свои засохшие цветы уже. Я на балкон практически не выхожу, потому что холодно.
То забываю, то холодно. Ну и вот, когда вспоминаю. Вот так, кстати, вот этот, наверное, надо Милане отвезти. Сказала: мама, хочу этот цветочек один мой. Ну или этот, или вот этот. Или два вот этих, наверное, я отвезу. Прибежал деловой и схватился за веник. То нам надо... Massimo, dobbiamo scendere però. Sì, mettimi l'acqua un'altra poco qua. Vai. Mettimi l'acqua qua. Все, отцвели мои цветочки, надо их теперь подстригать. Tanto si devono tagliare questi pianti, vedi come sono brutti adesso? Questi qua. Да, эти вот какие-то мелколистковые, да, видите? Вот как они ссорят, конечно, но что делать? А вот те красивые, да. Ну вот эти два, наверное, да, отдам Милане. Вот этот и вот этот. Они одинакового размера как раз. Сейчас вот этот тоже полью. Видите, как у нас грязно. А эти цветут вовсю. Без воды, без тепла, в любую погоду. Видите, как они уже букетом прям. Цветочки, цветочки такие хорошие. Вот такая у нас погода хорошая. Il tempo oggi è Massimo. Andiamo, andiamo. Ma questa palma si è ripresa, Massimo, questa qua. Piano piano. Come no? Vedi quanti fogli ha fatto. Все, ну и так у нас еще. Пока все вот так. Эти тоже всю зиму цветут. Вот эти стрелочки, цветочки, райские птички, что ли они называются. Все. Закрыла. И все. Массимо пропал. Опять пропал. Опять куда-то сбежал. Сейчас придет, наверное, пошел руки мыть, подмел быстренько мусор. А, наверное, пошел на том балконе подметать. 100%. 100%. Сейчас посмотрим отсюда. Здесь ничего не видно. Угу. Да. Видите, вон там его ноги. Ну вот, девочки, мы уже дома, и как вы видите, у меня все подготовлено уже. Срочно надо делать тесто, так как моя закваска уже готова. Она даже уже опускается, что она не должна делать. Сейчас я подготавливаю муку, то есть я добавляю просто разную муку. На один хлеб я беру 375 грамм муки и 250 грамм воды. А я буду делать 3 хлеба, поэтому я вот так вот сижу и дотошно, вернее, стою и дотошно все по грамулечкам собираю, так как я добавляю разную муку, ржаную, цельнозерновую и 100 грамм закваски будет. То есть на каждый хлеб, так как я все вместе замешиваю, будет 300 грамм еще закваски. Ну вот и все. Закваску предварительно утром рано я подкормила. 100 грамм закваски, 100 грамм воды, 100 грамм муки. И вот она у меня стала 300 грамм. Прям ровно-ровно ее было 300 грамм. Я вообще пришла к выводу, что закваску нужно подкармливать 2 раза в неделю. Каждые 2-3 дня. И таким образом потом, когда мне нужно печь хлеб, я просто не жду 2 подкармливания или 3 подкармливания, пока она проснется. А подкармливая ее каждые 2-3 дня, она просто бывает всегда практически на пике. И я беру просто нужное количество и добавляю еще минимальную подкормку для того, чтобы она еще раз подошла. И я уже потом могла спокойно, смело замешивать тесто. Таким образом она получается намного живей, воздушней, ну и хлеб, соответственно, тоже мне так больше нравится. Но это моя практика, мои наблюдения. Конечно, кого как устраивает, так и должен работать со своей закваской. Сейчас вот я ее уже развела в нужном количестве воды.
Муку уже я всю развесила, 3 хлеба вместе я уже вам сказала. Добавляю туда еще просто по желанию моему вот так вот 2 чайные ложечки меда. Мне нравится просто сам аромат этого меда. Я нашла липовый мед, поэтому я хочу его еще и в хлебушек добавить. Раньше я его спокойно находила в магазинах продуктовых. Был он, этот липовый мед, а сейчас я его нашла в интернете только, к сожалению, его больше нет нигде в магазинах, а там все одно и то же. Вот это акация, цветочный и все. Ну, мне они не нравятся, они какие-то прям вот сладкие-сладкие и все. И практически никакого аромата нету. Ну вот и все, вылила просто все в муку. И вот так аккуратно лопаткой все соединю, помешаю, перемешаю. И отмерила уже на будильниках своих 3 часа. Из них каждые полчаса буду делать просто складывание теста, как обычно я это все делаю. Девочки, кому будет интересно, в плейлисте у меня есть хлеб и закваска. Там есть много видео о том, как я делала закваску, как я ее выводила, потом, как я пеку хлеб. Уже все это повторять не буду, я просто пеку его для себя и снимаю вот так вот видео. Кому будет интересно, добро пожаловать, пожалуйста, смотрите. Соль я буду вводить при первом складывании, девочки. Сразу я не добавляю соль. Уже как-то так приловчилась. По-разному тоже экспериментировала, но уже руки сами так работают, поэтому я уже просто никаких экспериментов не провожу. На один хлеб я беру 8 грамм соли, а у меня 3, значит, 3 раза по 8 беру. И вот сейчас я смочу просто слегка эту соль. И введу ее аккуратненько, мокрыми руками, буду смачивать и руки. И вот так вот аккуратно ее, она не очень хорошо вмешивается, но тем не менее надо постараться, надо поработать. И вот так ее аккуратно, спокойно, нежными движениями вмешивая вместе с водичкой, а потом начинаю вытягивать со всех сторон тесто. Сколько оно вытягивается слоев, рядов, столько и тяну. Пока тянется тесто, пройду 2 круга, 1 круг, когда как. Я уже делаю 3-е складывание. Прошло еще 30 минут. Вроде бы соль моя вмешалась получше. Хотя еще, видите, вот разрывается тесто, значит, там еще соль. Можно вот так складывать. В общем, как вам нравится, девочки, так и складывайте. Вот так. Ставим. Еще на 30 минут. Ну вот, девочки, прошло еще 3 часа. Я что-то замерзаю. Прошло еще 3 часа. Смачиваю руки. Переверну тесто. Можно, в принципе, и так делать, вот складывание в 4 стороны. Вот так. Поверхность уже стала гладкая, такая хорошая, видите? Тесто уже лучше тянется. Вот. И снова оставляю. Еще на полчаса. Так, ну пока еще у меня тут есть пару минуточек. Подготовлю свои формы. Буду делать 3 хлебушка, поэтому сейчас достану еще для 3-й формы что-нибудь. Да, вот такую. Вот такую. И стелю вот так сюда просто белую салфеточку. Тоже ее обсыплю рисовой мукой внутри вот так. И все. Наверное, она большеватая, но ничего, пойдет. Можно не сыпать уже, ну так вот буквально капельку.
тесто выложу сейчас на стол и сделаю предформовку. Вот так. Делю на 3 части. На 3 части. Раз. Так. Вот так. На 3 части. Так. Сколько? Здесь вот так. И здесь вот чуть-чуть добавим. Вот так вот буквально чуть-чуть подкручу. Просто особо никаких складываний не делаю. Просто вот так вот сделаю небольшой шар. Вот так. И это то же самое. Я тут еще сбоку умудряюсь кино смотреть. Вот так. Вот так. Все. Теперь это пусть еще минут 20 постоит. Так вот. Вот так. Вот и прошло 20 минут, девочки. Теперь я буду формировать хлеб. Аккуратно его переворачиваю на малом количестве муки. И вот так аккуратненько его раскрываю, делая приблизительно прямоугольную форму. Потом, как обычно, по инструкции, пеленание. Заворачиваю вот так с одной и с другой стороны и закручиваю. Слегка делаю натяжку и по бокам тоже вот эти швы закрепляю, чтобы он не мог раскрыться. После того, как я сформировала все 3 хлебушка, я еще раз вот так беру каждый из них и просто прохожу еще раз по закрытым вот этим местам. Защипляю еще раз, потому что оно еще снова постояло, стало более послушным, и поэтому можно еще раз пройти, закрепить, и потом только уже одеваю на них шапочки и буду убирать их в холодильник. Видите, насколько они еще вот замыкаются у меня, поэтому я их сразу никогда не закрываю, не убираю, а вот так их отставляю. И пока я дойду до последнего, например, или даю им просто отдохнуть минут 5, и только потом уже делаю окончательную упаковку в холодильник. На всю ночь, как вы видите, уже стало у нас тоже темно, уже вечер, я уже свет включила. Вот столько времени забирает выпечка хлеба. Практически целый день я должна быть дома, смотреть за тестом и вот это все проводить. Да, конечно, нужно много времени. Но я все равно очень рада, хлеб готов, тесто все сейчас идет в холодильник.
И снова здрасте, девочки, это снова я. Я уже испекла первый хлебушек. У нас раннее утро, 6 часов утра, и я вовсю прикрыла все двери, чтобы Массиму не разбудить, и занимаюсь выпечкой. Сейчас я уже буду делать второй, то есть буду его пока украшать, а потом уже отправлять на выпечку. Кто-то меня спрашивал, девочки, кастрюля должна быть горячая или не горячая. Конечно, кастрюля заранее ставится. Я почему встала в 6 часов, чтобы поставить кастрюлю в духовку, чтобы на максимум включить, чтобы она нагрелась. Минут 40 она у меня только греется пустая, без ничего, в закрытом виде, закрытом. А потом уже я ее, вот видите, у меня какой камень стоит, чтобы туда ставить и быстро закладывать в нее хлеб. Но это все надо делать быстро, аккуратно и не обжечься, конечно же. Рисуем листочки, делаем надрез и отправляю выпекаться. У меня еще один хлебушек будет, третий. И все, я потом должна быстро выбегать. Выпекаю я, девочки, первые 20-30 минут под крышкой при максимальной температуре. Потом я снимаю крышку и 20 минут без крышки. Сейчас я вот открою крышку, и вы увидите, какая красота получилась. Посмотрите, какое раскрытие шляпки, гребешка. Все называют по-разному. И мой второй хлебушек тоже готов. И все, обязательно без крышки надо убавить температуру до 200 градусов. И вот и все. Полюбуйтесь, пожалуйста, мои 3 хлеба готовы. Они очень красивые, очень аппетитные, очень ароматные. Дорогие мои девочки, мальчики, пеките, и у вас все получится. А я буду с вами прощаться. До новых встреч и желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Улыбайтесь, и все у вас будет просто замечательно. Пока-пока, мои дорогие друзья.